если говорить о профессиональной части, о историописании, а не об исторической памяти, а не фольк-хистори, о народной истории, то здесь, конечно, очень много интересных перемен, дискуссий, обсуждений. Одна из них была, кстати, на Всемирном конгрессе историков в Амстердаме. Это соотношение вот трех уровней потоков истории. Историописания и организации исторического знания. Это глобальная история или всемирная история, это национальная история, имеется в виду история государств, и это местные, локальные или региональные истории, локальные истории. Поэтому вопросу идут такие серьезные дискуссии, такие большие мегапроекты локальной истории предпочитают похоронить, ссылаясь, как правило, на не очень удачные, скажем, издания юнесковские всемирные истории многотомные. Они действительно имеют свои недостатки, они действительно почти им никто не пользуется, это большая трата денег. Но тем не менее, между прочим, последнее вот издание, обновленное «Всемирная история человечества», юнесковское, было уже выполнено совместными усилиями и с участием отечественных наших, российских историков, западных историков, и оно не такое уж плохое, и в нем есть свой смысл и свои задачи. Кроме того, амбициозные национальные школы, типа нашей, советской, а сейчас российской, они ставили и в прошлом, и, может быть, сейчас стоит об этом смысл подумать, и такие проекты написания «Всемирной истории». Вы знаете наш проект 60-х, 80-х годов, который вышел в Академии наук СССР под эгидой Института всеобщей истории, под редакцией академика Жукова, «Всемирной истории» в 13 томах, кажется, так это было. И, в общем-то, возможно ли сегодня повторить такой эксперимент? Насколько он нужен? Вот тем для дискуссии, для серьезного обсуждения. Я не исключаю, что такая попытка, которая объединила бы историков нашей страны, всех различных направлений, те, которые занимаются разными регионами и местами, вокруг одного проекта, это было бы интересно для нас и, может быть, для мировой науки в целом. Наше увлечение историей, в широком смысле слова, где-то становится формой отрицания настоящего. Там в истории ищут норму, или те хорошие времена, old good times, или как мы плохо жили, как мы хорошо жили, как мы хорошо тогда плохо жили. Вот такая формула, понимаете, появляется сегодня в сознании. Поиски, разговоры и изучение прошлого не должны означать отрицание настоящего. И нельзя заявлять о том, что мы живем на помойке, как заявил один из главных героев, который в передаче у Николая Карловича Сванидзе. Мы сегодня живем на помойке. Ну что это? Зачем тогда все эти разговоры о нашей истории, если мы отрицаем сегодняшнюю нашу жизнь? Вот то, что связано с исторической презентацией на массовом уровне, вопрос чрезвычайно важный, потому что сегодня история учится далеко не только лишь через профессиональную науку, и не только лишь через писанные учебники, но и через то, что называется heritage education, то есть образование через наследие. Это и масс-медиа, это и высокая культура, кино на историческую тематику играет огромную роль, это беллетристика историческая. Нужен диалог между профессиональными историками и теми, которые занимаются историей как шоу, в хорошем смысле этого слова, с масс-медийным сообществом, с писателями. Историки должны помогать сценаристам, писателям, тем, кто делает другой продукт для массового читателя, включая, кстати говоря, музейные экспозиции, помогать своим советам и в том числе критикой. Не просто так небрежно отбрасывать, а может быть и самим составлять какие-то общие команды. Наверное, самый плодотворный период в развитии исторического знания в нашей стране – это последние 20 лет. По числу открытых документов, публикаций документальных, по числу изданных работ, по числу новых центров, которые открылись.
даже по количеству людей, которые стали профессиональными историками. Это 20-летие одно из самых боготворных, я не знаю в истории нашей страны других периодов, и это тоже нужно по достоинству оценить. Теперь о школе. Да, в школе все-таки есть понятие канона. Если вы скажете, что это выдумка моя или кого-то там другого, это не так. В той же Голландии, в ряде других стран есть законы, принятые в отношении канона исторического. Достаточно вам поискать в интернете Canon in History, и вы найдете огромное количество материала на эту тему. Утверждены, скажем, там 30 или 50 тем, которые обязательны для прохождения в школе. Там не говорится о том, как их истолковать, но 50 тем в истории страны определены как обязательные для прохождения в школьном обучении, там, где есть история. Есть страны, где вообще история не преподается. Например, в Новой Зеландии или, по-моему, даже в Австралии. Хотя Австралия была местом проведения Всемирного конгресса 10 лет тому назад. И все-таки я считаю, что в нашей стране история есть обязательный предмет, должен сохраняться таковым, и над интерпретацией школьной версии нужно работать. Да, должна быть какая-то общеразделяемая версия при разной ее интерпретации. Какой-то, так сказать, не должно быть шизофрении. Не может быть так, чтобы в одном и том же классе или школе, скажем, в Казани, дети по истории нашей страны, взяв учебник на татарском языке, 1553 год, со знаком минус читали, а тут же ученик рядом в другом классе или по другому учебнику со знаком плюс. Потому что на перемене не обязательно подерутся. Безумная популярность сейчас истории, она не приводит к популярности исторической науки. Слишком долго врали. И человек не может отделить ложь от правды. И не нужна ему часто эта правда. История нужна ему для подтверждения его мировоззрения и для развлечения. И к этому нужно добавить еще два замечания. Первое замечание. Растут поколения, которые не привыкли черпать ни информацию, ни источник развлечений из бумажных носителей. То есть, проще говоря, читать не привыкли. И второе замечание. Сейчас мы как раз обсуждали это с Ефимовичем. По последнему вопросу в ЦОИН 32% россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли. Вот, учитывая все это, какие, на мой взгляд, мы должны сделать выводы? Как мне кажется, ничего особо драматического нет. Прежде всего, будут развиваться параллельно два направления, связанных с историей. Первое – это направление, связанное с академической наукой. Никуда не денется. Второе – это направление, связанное с экранной, прежде всего, она может быть компьютерной, как угодно, неважно, с экранной публицистикой и с тем, что Тишков назвал historytainment, справедливо назвал. Я не могу сказать, что какое-то из этих направлений выше другого. Жуликов, злоумышленников, по последствиям своим преступных злоумышленников будет хватать, и сейчас хватает, и в том, и в другом направлении. Эти направления будут, несомненно, взаимодействовать и дополнять друг друга. Но, конечно, они будут конкурировать по кадрам, скажем так. И, конечно, нужно отдавать себе отчет, что на сегодня для молодых людей, карьерно ориентированных, второе публицистическое направление, несомненно, более привлекательно. Это нужно понимать. И еще одна вещь. О ней тоже сказал Валерий Александрович, и говорил об этом Ефимович, я с этим абсолютно согласен. Нынешний огромный интерес к истории, конечно, предоставляет нам соблазн, вполне объективный соблазн, использовать этот интерес для воспитания молодых поколений. Просто грех этого не делать. И здесь и русская классическая литература, и власть наша на протяжении веков абсолютно правы. Надо использовать. И тоже согласен здесь. Здесь первостепенную роль имеет воспитание учителей истории. Много копий ломается вокруг учебников.
на мой взгляд, не столь принципиально. Учебники не так важны. Если говорить о школьнике, он читает параграф учебника и забывает его после урока. Но учитель, который смотрит в глаза детям, очень важен. И все равно он будет требовать и предлагать ту интерпретацию, которая соответствует его мировоззрению. Надо воспитывать учителей. И вот, как мне кажется, это сейчас первостепенная задача и как историков, как историков, и историков как граждан страны.